Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю невероятно вкусные пончики-круассаны. Это воздушное слоеное дрожжевое тесто с красивыми слоями. Снаружи они хрустящие, внутри нежные и очень пышные. Настоящее лакомство, которое сочетает в себе лучшее от пончиков и круассанов. Попробуйте приготовить, и вы поймете, почему их обожают во всем мире. И для рецепта мне понадобится в первую очередь разведем в теплом молоке дрожжи. Добавляю в молоко примерно 2 чайные ложки сахара от общего количества. Всыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю. И оставлю постоять примерно на 5-7 минут. У дрожжей должна вырасти красивая шапочка. В миску просеиваю муку, но не всю, часть муки оставлю. Муку буду добавлять в тесто постепенно. Всыпаю в миску сахар, соль, добавляю цедру лимона, добавлю к яйцу 1 чайную ложку экстракта ванили. Слегка перемешаю. И теперь буду замешивать тесто. Муку хорошо перемешиваю с сахаром и солью. Делаю небольшое углубление и вливаю сюда дрожжи с молоком. Посмотрите, как красиво подошли дрожжи. Добавляю разболтанное яйцо с ванилью. Кстати, яйцо должно быть тоже комнатной температуры. И вливаю растопленное сливочное масло. Начинаю замешивать тесто. И теперь постепенно добавляю сюда муку. Я добавляю всю оставшуюся муку. Домешу тесто на столе. Муку в тесто я больше добавлять не буду. Просто вымешаю его хорошо, чтобы оно перестало приставать к столу и к рукам. Месить буду примерно минут 5-7. Тесто можно подбирать скребочком. Конечно, если надо, вы можете добавить в тесто немного муки. Но я рекомендую не спешить, а просто его немного помесить. И вы посмотрите, какое тесто станет замечательное. Очень гладкое и эластичное. Посмотрите, какое у меня получилось чудное тесто. Гладкое. Вот такое мягкое. Подкатываю тесто в шар. Беру миску, смазываю ее слегка растительным маслом. Тесто немного также смазываю маслом. Перекладываю его в миску, закрываю пищевой пленкой и отправляю тесто на расстойку в теплое место, примерно на 1 час, до увеличения в объемах в 2 раза, как минимум. Тесто вот так великолепно подошло. Достаю его из миски. Немного расправляю руками и раскатаю в пласт. У меня получился пласт теста шириной 41 сантиметр и длиной 50. Сверху его промазываю мягким сливочным маслом. Теперь тесто я складываю. Подтягиваю один край, накрываю сверху вторым. Немного прижимаю руками и слегка прокатаю скалкой. Сверху снова промазываю сливочным маслом. И снова складываю тесто книжкой. Подворачиваю один край и сверху второй. Доску присыпаю мукой, перекладываю на нее мое тесто. Сверху также присыпаю мукой и отправлю в холодильник примерно на 1 час. Или можно отправить в морозильную камеру примерно на 30 минут. Тесто я достала из морозилки. Посмотрите, оно вот так немного застыло, но вместе с тем оно даже немного подошло. Стол слегка присыпаю мукой, выкладываю тесто.
Также сверху присыпаю мукой и раскатываю его в прямоугольный пласт. Сначала вот таким образом прижимаю скалкой и раскатываю. Периодически тесто можно переворачивать. Фактически я его сейчас просто раскатываю в длину. Я раскатала тесто. Толщина примерно полсантиметра, длина 58 и ширина 28. Делаю разметку по 7 сантиметров. От одного края делаю отметку 3,5 сантиметра и от него отмеряю снова по 7 сантиметров. И теперь разрезаю тесто на треугольники. Эти крайние кусочки я потом сверну отдельно. А сейчас просто сворачиваю вот эти. Подтягиваю немного носик, удлиняю. Здесь основание расширяю и сворачиваю вот такой круассан. Очень легко подворачиваю тесто. И, конечно, таким образом я сворачиваю все круассанчики. Обязательно выкладываем их вот этим хвостиком вниз, чтобы тесто скрепилось. Я обязательно подтягиваю хвостик, так получается больше слоев у круассана. И вот у меня крайние кусочки теста я просто сверну спиралькой. Всего у меня получается 16 пончиков, 14 круассанов и 2 из обрезков. Выкладываю круассаны на доску. Я ее слегка подпылила мукой. И оставляю тесто на настойке примерно минут на 40-50. Круассаны должны хорошо увеличиться в объеме. У меня прошло примерно 50 минут. Посмотрите, как подошли круассаны. Они здорово увеличились в объеме. Такие воздушные. И здесь видно много слоев. Круассаны-пончики я потом буду обсыпать в сахаре. Можно их присыпать сахарной пудрой, как вы хотите. Но я хочу сделать сахар с лимонной цедрой. Натираю прямо в сахар лимонную цедру. Перемешиваю сахар с цедрой. Вместо лимонной цедры можно использовать апельсиновую, либо добавить ванильный сахар. Ставлю разогреваться сковородку. Наливаю достаточно большое количество масла, так как мы, конечно, жарим пончики во фритюре. И они должны свободно плавать в масле. Проверяю, разогрелось ли масло. Опускаю деревянные палочки. Если идут пузыри, значит масло разогрелось. Сразу же огонь делаем тише. Масло не должно быть слишком горячим, чтобы пончики успели приготовиться внутри. И теперь очень аккуратно берем круассанчик и отправляем его в горячее масло. Чтобы не обжечься, я даже рекомендую выложить круассан на лопатку. И аккуратно опускаем. Беру следующий. Огонь сделайте тише сразу. Когда круассаны обжарились с одной стороны, переворачиваем на другую. Очень аккуратно, чтобы не примять тесто. Конечно, можно их несколько раз поворачивать туда-сюда, чтобы они равномерно обжаривались. Так как у нас здесь много слоев, и надо, чтобы круассаны хорошо пропеклись внутри. Выглядят они просто шикарно. Ну и, конечно, в зависимости от размера изделия жарим круассаны примерно 3-4 минуты с каждой стороны. То есть в общей сложности обжариваем примерно 6-8 минут. И один такой небольшой нюанс. Масло не должно быть ни слишком горячим, ни слишком холодным. Если масло будет холодное, изделия впитают много масла. А если слишком горячее, то, конечно, сгорит сверху, а внутри будет не готово. Поэтому следим за этим. Температура масла примерно 160-170 градусов. Ну вот такое легкое кипение. Первая партия круассанчиков готова. Достаю их на бумажное полотенце. Обязательно хорошо стряхиваем масло. Отправляю обжариваться следующую партию. А первую партию круассанов я отправляю в сахар. И хорошо присыпаю сахаром со всех сторон.
По желанию пончики можно также наполнить кремом, либо каким-либо джемом. У меня здесь немного абрикосового джема, и я сейчас наполню некоторые пончики джемом. Эти пончики-круассаны получились просто невероятно вкусные, хрустящие сверху и такие нежные внутри. Друзья, я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня», чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!